Эолова арфа, озеро Провал, Розовый пляж, Грот Диана, а также десятки других замечательных достопримечательностей Пятигорска, которые я не покажу вам в этом видео, потому что в лучших традициях моего блога мы приехали в другую часть России, чтобы покататься на трамваях. Как вам такой поворот? Ведь это канал блог ЖД Фотографа, и я Игорь Абросимов. На своем канале я рассказываю о поездах и городском транспорте России, а также стран бывшего СССР. Добро пожаловать! За моей спиной здание аэропорта Минеральной воды, куда мы уже успешно прилетели на замечательном аэробусе А321 Аэрофлота. Вот его замечательная фотография. Ведь я с 2024 года люблю самолеты тоже, поэтому они будут иногда проскакивать в моем блоге. Со мной автобус-мастер где-то там. И сейчас мы будем искать способ добраться до Пятигорска. Вообще-то здесь есть электричка, которая находится на той стороне аэропорта. То есть до нее надо как-то добираться непонятно как. Здесь на площади у аэропорта я пока не нашел никакого городского транспорта. Автобусы не замечены. Естественно, здесь нет междугородней трамвайной линии, троллейбусной линии. Как из аэропорта добраться куда бы то ни было, кроме как на такси, на данный момент непонятно. Итак, будем искать способы. Поехали! Кстати, не забудьте подписаться на канал, потому что это такое? Смотрят без подписки. Ах вы мыши! Местные водители предлагают 1,5 косаря до Пятигорска, в Яндексе 780, поэтому, конечно, мы поедем на Яндексе. Хотя было бы интереснее поехать на городском транспорте, но его здесь нет. Я уже заказал машину, сейчас приедет Hyundai Solaris, к сожалению, не Приора, но я надеюсь, что Hyundai Solaris будет заниженный и тонированный. Хочется кавказского колорита. Мы приехали к железнодорожному вокзалу, вот он за моей спиной, привокзальная площадь. На ней есть парковка, магазинчики, а рядом трамвай. Несколько маршрутов ходят здесь. Сейчас мы позавтракаем и начнем все это дело исследовать. Посмотрим, какие здесь классные Татры, КТ-4СУ, Т4, Т3, а также новый российский трамвай 71411, если не ошибаюсь. Так, вот в этом замечательном заведении мы пообедали. Архитектура, конечно, она не блещет, но здесь вкусно и недорого. Мой обед выглядел вот так. Обошелся он всего лишь 780 рублей. Итак, сначала небольшое знакомство с Пятигорском. Российский город-курорт, основанный в 1780 году, известный своими минеральными источниками. Сюда приезжали такие известные люди, как Лермонтов, Пушкин, Чехов, а также многие другие. Пятигорск получил свое название благодаря горе Бештау. Ее название с тюркского языка переводится как «5 гор». По другой версии, Пятигорск назван так благодаря 5 горам, которые здесь расположены. Это такие горы, как, собственно, Бештау, Машук, Юца, Жуца, а также Горячая гора. Хотя, на самом деле, здесь много и других гор, поэтому не очень понятно, по какому принципу были выбраны именно эти. Итак, друзья, за моей спиной автобус-мастер и Пятигорский трамвай. Система была открыта в 1903 году. Ее главная особенность – это ширина колеи, которая здесь составляет 1000 мм, в то время как обычная ширина колеи для трамвая 1524 мм. А всего есть 3 города, где используется эта ширина колеи. Евпатория, вот Пятигорск и Калининград. Еще одна особенность пятигорского трамвая заключается в том, что за всю его историю здесь практически не было сокращений маршрутов и линий. И таким образом на сегодняшний день здесь действует 7 маршрутов, на которые выходит 50 трамваев. Нашелся интересный объект пятигорского трамвая – сплетение трамвайных путей в узком местечке. То есть это сделано потому, что вот здесь мост, на котором 2 пути положить не получается, исходя из габарита. И для того, чтобы не городить стрелки, которые в своей конструкции очевидно сложнее, чем вот одна вот крестовина,
здесь сделана вот такая вот система сплетения путей. По сути, здесь два пути, просто они друг с другом сплетены. Это решение позволяет отказаться от сложных стрелочных переводов с механизмами, с перьями, с другими изнашиваемыми деталями в пользу одной лишь крестовины. На сегодняшний день в Пятигорске есть 63 пассажирских трамвая, из которых 61 находятся в работоспособном состоянии согласно базе данных СТТС. Это такие трамваи, как сочлененные Татра КТ-4, различных модификаций, их здесь 40 штук, КТМ-15 – 9 штук, Татра Т4Д – 9 штук, 71411 – 5 штук, Татра Т3СУ – 1 штука. Разберем каждую модель подробнее. Начнем с новья 71411. Это трамваи, которые строятся в Екатеринбурге на заводе Уралтрансмаш. В Пятигорске 5 таких трамваев. Также они есть в Евпатории, 19 штук. Имеют вот такую замечательную патриотичную окраску в цветах российского триколора. Лично мне очень нравятся замечательные, классные, крутые трамваи. Сочиненный трамвай Татра КТ-4. Всего в Пятигорске их 40 штук. 28 поступили сюда новыми с завода в 1988 году. А остальные были переданы поддержанными из Германии. В частности, в 2006 году из Эрфурта 9 вагонов и в 2013 из Геры 3 вагона. Тоже потом покатаемся, пока еще не успели. Ходим фоткаем вместо того, чтобы кататься. Самый интересный трамвай Пятигорска — это, конечно же, Татра Т4Д. Дело в том, что больше ни в одном из российских городов таких трамваев вы не увидите. Это трамваи, сделанные специально для узкой колеи. Соответственно, их кузов узкий. В Пятигорске сейчас 9 таких трамваев 1979-1984 годов выпуска. Поступили они в 2001 из немецкого города Галля. Итак, в Пятигорске есть Татра Т4Д с узким кузовом специально для узкой колеи, а также есть и Татра Т3 СУ с обычным широким кузовом, под который подкатили тележки от узкоколейной Татры. То есть такая громила едет по узкой колее. Правда, сегодня она не на маршруте, поэтому вот вам фотка со СТТС. Какие-то неплохие фотографии у нас уже сделаны, есть записанный контент для видео, для ютуба. И теперь самое время продумать дальнейший план исследований Пятигорского трамвая. Я вам сейчас все покажу, у меня даже карта есть, вот смотрите. Находимся мы сейчас примерно вот здесь, на Февральской улице. Здесь курсирует 5 маршрутов, но это не все маршруты. Есть еще 2 маршрута, которые здесь не представлены. А на них могут быть классные другие трамваи, которых здесь нет. Например, еще больше Татра Т4. Здесь-то пока что всего одна, а также нет Татры Т3. Ну да ладно. Хотим мы посетить вот эту чудесную однопутную трамвайную линию в лесах и в горах. Хотим посетить вот эту чудесную однопутку в частном секторе. Ну-ка, цыц. Хотим, возможно, съездить сюда, где можно сфотографировать трамвай на фоне супергор. А также неплохо бы посетить вот эту супер развязку, но это уже как получится. В общем, вот такой у нас план на ближайший день. Дальше посмотрим, как пойдет. В общем, будет неплохой контентик. О, новый трамвай 71411. Какой же он классный. Вы только посмотрите на этого тигра. Какая красота. Так, ну вот немножко колоритов дорожного движения Пятигорска. Перекресток, на котором зебра отсутствует как класс. Вот, по крайней мере, здесь перейти невозможно в принципе по правилам дорожного движения. Поэтому, конечно же, все переходят на отвали. Ну, хотя вот там зебра есть, а точнее только от нее дорожный знак, самой зебры здесь нет. Также нет зебры здесь. Но как будто всем плевать, всех все устраивает. А раз так, то и нормально. Зачем что-то критиковать, если всех все устраивает? Ведь когда в городе такая милая трамвайная система, желание критиковать все остальное куда-то неожиданно улетучивается. А критиковать есть что.
Будем считать это все местным колоритом, поэтому режима Варламова не будет в этом видео. Вместо этого отмечу, что я пока не видел ни одного заброшенного исторического здания в Пятигорске. Учись, Тверь, Тула, Самара и множество других городов. Эй, опора контактной сети, ты что такая жирная? Я не жирный, у меня просто бетон широкий. Итак, мы добрались до этой конечной колхозной площадь. Представляет она из себя раз обгонный пункт, два обгонный пункт. За деревьями есть разворотное кольцо, которым пользуются трамваи 1 и 7 маршрутов. А вот дальше уходит двойка, тройка и пятерка. На конечной скачке тройка, двойка, пятерка к 5-му переулку, где находится трамвайное депо. Также следует обратить внимание, что на этой гигантской конечной есть полноценный пункт техобслуживания трамваев со смотровой канавой и с вышкой, чтобы можно было обслужить как подвагонное оборудование, так и крышевое. Даже в Москве такого нет. Кроме трамваев в городе были замечены газельки, маршрутки, газеля, газелище, парочка пазиков, ни одного большого автобуса. Таким образом, трамвай является основным видом городского транспорта в Пятигорске. Несмотря на это, трамвайные пути здесь в довольно печальном состоянии. Не Хабаровск, конечно, но очень похоже на Новосадовую улицу в Самаре по состоянию на 2023 год. Кстати, после моего видео там сделали ремонт. Ну а здесь волнообразный износ виден невооруженным глазом, вагоны ездят еле-еле на этой улице. Так что Пятигорску явно есть к чему стремиться, и хотелось бы, чтобы в ближайшее время здесь провели капитальный ремонт, чтобы здесь были новенькие железобетонные шпалы, новенькие рельсы, Р-50 какие-нибудь долговечные, которые под трамвайным весом будут служить десятилетиями. Ну и, соответственно, все это превратится в классную транспортную артерию. А пока что, ну, это, в принципе, конечно, транспортная артерия, но какая-то грустноватенькая. Мы находимся на остановке улицы Шатила, вот она посерединке. Сейчас сядем в ближайший трамвай и поедем вот сюда, вот сюда, вот сюда, и будем смотреть на однопутную трамвайную линию в частном секторе. А сама остановка улицы Шатила выглядит вот так. Здесь есть бетонные плиты с этой стороны, в обратную сторону остановка расположена через перекресток. Там есть новая платформа, есть указатель маршрутов. К сожалению, нет павильона, также не замечено освещение. Но будем считать, что опять-таки это местный колорит, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы все это здесь появилось. Наверное, как-нибудь в следующей жизни. А мы сейчас прокатимся в этом потрясающем трамвае КТМ-15, узком аналоге трамвая 7168 КМ. Опять выше. Только что мы прокатились вот на этом красавце, это трамвай КТМ-15. Уникальная
конструкция. Такие есть только в Пятигорске. Всего их было построено 10 штук в 1997 году. Сейчас осталось 9. И они уникальные, потому что сконструированы специально под колею 1000 мм. Правда, от своих братьев КТМ 8КМ они не отличаются ничем, кроме конструкции тележки. Так что не знаю, насколько это редкий экземпляр. Но, тем не менее, у него своя модель, поэтому будем считать, что это уникальный трамвай, хотя есть его копия 7168 КМ во многих городах. Трамвай привез нас на остановку Второй переулок, на однопутном участке, где он огибает целый квартал. И вот как это выглядит на местности. Частный сектор, достаточно уютный. Вот здесь, например, я попал в такой гараж, где вместо крыши вьющиеся растения, такие виноград или что это, я не знаю. Также здесь железнодорожная станция. Ну, в общем, частный сектор во всей своей красе. Конечно, частный сектор, южный колорит вот этот весь. Но, честно говоря, мне так уже хочется пойти в исторический центр, и там на фоне каких-нибудь старых кирпичных двухэтажечек пофоткать трамваи. А таких мест, ну, как бы под Москвой можно сыскать. Так что неплохо бы уже отсюда побыстрее куда-нибудь уехать. И, к сожалению, для моего канала это норма, потому что моя задача искать уникальные трамваи, уникальные транспортные локации, чтобы сделать прикольные фотографии. А зачастую, чаще всего такие локации оказываются в не самых приятных местах. Поэтому и получается, что в моих видео я показываю много не самых приятных сторон различных городов. Ну что поделаешь, такая наша страна, Россия, в ней есть неприятные стороны. Нужно что-то с этим делать. Для начала смириться и признать это, и как-то жить с этим дальше, а в дальнейшем, возможно, исправлять все проблемы. Да, было бы неплохо. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Идем вдоль трамвайного депо, и здесь вот обнаружились два интересных трамвая. Во-первых, вот это грузовой трамвай, обрубок, такой полукабриолет. А вот это, вот я не знаю, что это, но я хочу думать, что это прогулочный трамвай-ресторан, потому что у него вот эта крыша из сотового поликарбоната, вот как обычно любят делать во всяких ресторанах где-нибудь придорожных. Обычно такую крышу делают, в нем ставят всякие столики, допустим, там официанты ходят, разносят винишко и все такое. На самом деле нет, этот трамвай выглядит вот так, и никакой не трамвай-ресторан. Ну и вот они стоят, все Татры Т4Д в огромном количестве. Вон КТ-4 какая-то пожомканная, наверное, она уже никуда не поедет. Вон у нее даже стекол нет. Правда, в этом же ряду стоит вагон с поднятыми токоприемниками, так что непонятно, что это вообще такое. Еще один уникальный для Пятигорска трамвай — это Татра Т3СУ, двухдверная, переделанная в техничку. И, к сожалению, ни один из уникальных служебных вагонов сегодня не выйдет на маршрут, потому что, как всегда, мы приехали в выходной. Поэтому, если вы любите фотографировать трамваи, то советую вам посещать различные города по будням. Потому что по будням и служебные вагоны всякие уникальные могут выйти на маршрут. Да и, в принципе, пассажирских вагонов в городе ездит больше. Следующая наша задача на сегодня — это проехать из одной части города в другую. То есть вот отсюда вот сюда, чтобы посмотреть на однопутку в кустах и в горах, на которой работает единичка, на которой сегодня трудится всего лишь один трамвайный вагон. Так что придется нам ехать все это расстояние на такси, чтобы успеть. Так что оставайтесь с нами и узнайте, сфотографировали мы уникальный трамвай на уникальной трамвайной линии в уникальном Пятигорске. Итак, друзья, наша следующая локация — это однопутная трамвайная линия на мясокомбинат, где ходит маршрут 1. И вагон сегодня здесь ходит также 1. Татра Т4Д как раз таки. Вот она, эта линия. Находимся мы где-то примерно вот здесь. И сейчас я буду чесать вперед по трамвайным путям в поисках локации, которая будет получше, чем вот эта. Ну, серьезно, здесь я трамваи точно снимать не хочу, потому что здесь просто негде встать, здесь просто некрасиво. Помимо волнообразного износа и прочих дефектов полотна, здесь присутствует уникальная технология сборки кривых участков пути из прямых участков рельсов. Поэтому в очередной раз желаю Пятигорску, чтобы здесь провели капитальный ремонт трамвайных путей, чтобы вагоны ездили с приличными скоростями, не раздалбывались, не раскачивались. В этом кадре буквально все дефекты данной трамвайной линии. И волнообразный износ, вот он. И собраны из прямых участков кривые. То есть вот здесь вот будет адский бросок трамвая, если он не притормозит. Поэтому, соответственно, вагоны здесь ездят медленно. А
а в идеале должно быть вот так, как в городе Либерец. То есть мало того, что все-таки рельсы в кривых нужно собирать из кривых участков, так еще и вообще-то правый рельс должен быть приподнят, чтобы вагон мог с большей скоростью заходить в поворот. А вот контактная сеть здесь, просто, мое почтение. Во-первых, контактный провод здесь прикрепляется не к консолям на столбах, а к несущему тросу. Это увеличивает эластичность контактной подвески, за счет чего увеличивается качество токосъема, снижает износ токоприемника и контактного провода, а также уменьшается вероятность обрыва контактной сети в местах крепления. Таким образом, это почти скоростная контактная сеть. На железной дороге применяется та же самая технология. Еще одна железнодорожная технология, которая применяется здесь, это анкерное сопряжение. Дело в том, что вы не можете сделать на весь маршрут один бесконечно длинный контактный провод, поэтому его нужно разбивать на участки, на анкерные участки. А вот это окончание такого анкерного участка. Контактный провод крепится к этому грузу, и таким образом этот груз еще и натягивает контактный провод, что также улучшает свойства контактной подвески. Так, ну что там, кто там говорил про бесшовную сварку? Вот она, бесшовная сварка по-пятигорски. К рельсу приварен вот этот вот пруд, и вот таким образом это все дело выглядит. Ты что плетешь своим зрителям? Какая к черту бесшовная сварка? Да такого понятия даже нет, бесшовная сварка. Есть бесшовный путь, да, согласен. Это когда стыки свариваются, и таким образом здесь просто нет никакого зазора. Здесь же звеньевой путь, стык. Ты же сам прекрасно видишь. Причем стык достаточно неплохой, зазор просто отсутствует. Ты бы лучше показал зрителям вон там дальше на линии стык, где зазор, куда можно засунуть мобильный телефон, причем старую Nokia 3310, причем плашмя. Скажите спасибо, что они вообще здесь есть. Ну это да. Скажи спасибо, скажи спасибо. Спасибо от души, брат, душевно в душу. Давай, А еще, давай. ты мог бы показать зрителям кривые участки пути, собранные из прямых. Вот это уже гораздо интереснее. В общем, трамвай проехал, это была немецкая Татра Т4Д, узкая. На самом деле ожидания не оправдались, вагон ехал достаточно быстро. Не так быстро, как он мог бы ехать в случае капитального ремонта трамвайных путей, но все-таки не полз как черепаха, так что ладно, окей, меня все устраивает, но все равно капитальный ремонт здесь необходим. Ну давай, дружище, показывай свою фотку. Одна фотка. Показывай свою фотку трамвая. Вот у тебя одна фотка, да? Свет, конечно, да. Ну, можно вытянуть. Вообще Я пейзаж лез классный. вообще вот из-за этого. У Потому тебя что- получилось лучше, чем у меня. Потому что там, вот и там, вот. Какой красивый свет у тебя В вообще. общем, я из-за этого лез. Ну, можно еще раз эту фотку? Я просто покажу, чтобы хорошо видно был вид. Вау, какой классный свет, вообще топчик. Просто идеальная фотка. Крутая. А вот и наш эксперт по грузовикам Джо, он же министр транспорта, подписывайтесь на его телеграм-канал. Всем привет. А это Лена. Его канал администрируешь? Да, она постоянно посты мне пишет, а я почиваю на лаврах. Министр транспорта, телеграм-канал о транспорте. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Сейчас мы прокатимся в новом отечественном трамвае 71411. Поехали! Осторожно, двери закрываются. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и не забывайте личные вещи в общественном транспорте и на остановках. Да, проблема старых трамваев.
Вот поэтому нужно смешивать на маршрутах старые трамваи с новыми. Вот у нас улица 40 лет октября. Во-первых, что мне здесь не нравится? Во-первых, здесь парковка елочкой, то есть автомобили занимают в 1,5 раза больше места, чем могли бы. Парковка должна быть вдоль тротуара. Это первое. И второе, трамвайные пути используются автомобилями. Это же верный способ сделать трамвай медленным и бесполезным видом транспорта. Срочно запретить. Фу-фу-фу так делать. А теперь вот вам немного южного колорита. Здесь так сильно трясет, что я бы все пути здесь откапиталил. Что можно сказать напоследок о Пятигорском трамвае? Сказать можно, что он находится в лучшем состоянии, чем я от него ожидал. Так, здесь действует целых 7 маршрутов на 140-тысячный город. Для сравнения, в миллионнике Казани маршрутов всего лишь на 2 больше – 9. Также, несмотря на посредственное состояние трамвайных путей, вагоны ездят относительно быстро. Конечно, на капитальных рельсах было бы быстрее, но на том, что имеем, можно сказать, что они ездят вполне прилично. Дальше пройдем по положительным сторонам. Что мне здесь определенно понравилось, так это разнообразие подвижного состава. Здесь есть много раритетных трамваев, которые вы не встретите ни в одном другом городе. Также хотелось бы отметить, что здесь есть выделенные линии, то есть трамваи едут отдельно от автомобилей. Следующая положительная сторона – это то, что трамваи работают после 9 часов вечера. Не все российские города могут таким похвастаться. Ну и, наконец, здесь есть современная контактная сеть, сделанная практически по железнодорожным стандартам. А хорошая контактная сеть – это уже половина действий на пути к скоростному трамваю. К недостаткам я бы отнес маленькое количество новых трамваев, всего лишь 5 штук на целый город. Отсутствие развития трамвайной сети, новые маршруты здесь давно уже не открывались. Плохое состояние трамвайных путей. Ну и как высоколобый эстет, я также хотел бы покритиковать внешний вид трамваев, потому что все они здесь в рекламе, здесь нет ни единой окраски некрасивых вагонов. То есть хоть они интересные, особого удовольствия фотографировать их я лично не испытал. Разве что чувство эксклюзивности. В общем, ставлю Пятигорскому трамваю 6 Санкт-Петербургов из 10. Так, ну а что там по автобусам, коллега? А по автобусам здесь полный провал. Автобусов большого класса и особо большого класса здесь нет. Автобусов среднего класса здесь раз-два и обчелся, и это Pass Vector Next или Pass Vector. Других я не видел. А основные, так сказать, автобусы — это маршрутки. Они же автобусы малого класса в лице Газели 3221 желтенькой, такой классической, Газели City и Газели Next. Хочу быть модерном, хочу быть классикой, жаль, что я гараж.
приехали на Пятигорскую канатную дорогу, которая ведет на гору Машук. Вот. Она была запроектирована еще в конце 1960-х годов архитектором Лежава, а открытие состоялось в 1971 году. А теперь мы подсмотрим немножечко фактов в Википедии. Протяженность маршрута составляет 964 метра, и эта дорога однопролетная, то есть опора находится только в начале и в конце маршрута, а перепад высот составляет 368 метров. Вот такая вот замечательная местная достопримечательность. Сейчас мы прокатимся в этом классном вагончике и обязательно покажем вам классные виды, которые из него открываются. И пару слов о том, как вообще это работает. У канатной дороги есть несущий трос, вот этот, который сверху, который жирный. По нему, как по рельсу, вагончик и едет. А снизу тонкий трос. Это тяговый трос, который вагон, собственно говоря, и затягивает наверх. Вот и все. Все просто. Это не фуникулер, это канатная дорога. И чем они отличаются? Отличаются они тем, что фуникулер едет по рельсам, а канатная дорога подвешивается на тросе. Билетик туда и обратно на канатную дорогу стоит 500 рублей. В одну сторону 300. Шутки за 300 мы озвучивать не будем. Я же не хотел озвучивать эту шутку. Посмотрите, какая красота! С горы Машук открывается вид на весь Пятигорск. Но что касается фуникулера, точнее канатной дороги, прошу заметить, то скорость подъема составляет 3 минуты, ну, точнее время подъема. Перепад высот около 300 метров, а если быть точнее, то 368. Протяженность дороги 964 метра. Вагончики курсируют с 9 до 9 вечера. Я бы не сказал, что это полноценный общественный транспорт, скорее более туристическая штуковина. Но, тем не менее, побывать в Пятигорске и не воспользоваться этой штуковиной было бы преступлением. И, кстати, вот вам доказательство, что все ответы, сгенерированные нейросетью, нужно проверять. Я ошибся, и на самом деле часы работы вот такие. С 9 до 18, а не никаких с 9 до 9. Всегда проверяйте поступающую информацию. В начале видео я говорил, что не покажу вам Пятигорский большой провал. Но, в общем, нет, я все-таки вам его покажу, и мы сейчас идем прямо к нему. А это здание Михайловской галереи 1848 года постройки. Смотрите, какая красота, какие классные оконные проемы, такие вот, это архитектурный стиль. Не знаю точно, что это. Мне кажется, не модерн. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я бы, конечно, и сам посмотрел в интернете какой-то архитектурный стиль, но конкретно в этом месте почему-то просто не ловит сеть. А вот, кстати, местное транспортное средство. Пас Vector Next. Как я уже говорил, Пятигорск известен своими минеральными источниками, поэтому люди приезжают сюда, чтобы лечиться соленой водой. И вот для этих целей есть, например, такая постройка, как Пироговские ванны. Построены они в 1914 году в стиле неоклассицизма. Еще одно здание в стиле неоклассицизма – это Пятигорский военный санаторий. Он построен в 1922 году. Советский санаторий «Родник», начало 80-х годов постройки. Красота в стиле так называемого дачного модерна. Дача братьев Тиц построена в начале 1900-х годов. Архитектор Хаджаев. И находится вся эта красота на бульваре Гагарина. Так что, если любите классную архитектуру, обязательно сюда загляните. Вау! Друзья мои, это провал.
не провал в организации движения автобусов Пятигорска, а местная природная достопримечательность. Озеро, расположенное в пещере. Сверху такое отверстие, что сюда падает свет, и здесь очень красиво и пахнет сероводородом. И ведет сюда вот этот классный туннель. Так, ну все. Основные достопримечательности Пятигорска мы посмотрели, хотя я в начале видео говорил, что ничего мы не увидим. Обманул вас в какой-то степени, но так даже лучше. А теперь отправляемся смотреть местные железнодорожности. Вы же этого все ждете, не правда ли? Всем привет, с вами Автобус Мастер, который сегодня не будет рассказывать про автобусы. Ха-ха-ха. Потому что мы сегодня находимся на железнодорожной линии Минеральные воды Кисловодск на перегоне Лермонтовский-Пятигорск. Открытие этой железной дороги произошло аж в далеком 1894 году. И уже в 1912 она была двухпутная, ну как и сейчас. Электрифицированной она стала в 1936 году. И тогда здесь побежали первые электросекции типа СД, а пассажирские и грузовые перевозки выполнялись электровозами типа ВЛ-19. Летом 1942 года линия фронта стремительно приближалась к Северному Кавказу, в связи с чем руководство МПС приняло решение об эвакуации электроподвижного состава и демонтаже контактной сети на азербайджанскую железную дорогу. Однако продлилось это недолго. Уже в 1944-м движение электроподвижного состава, то бишь электропоездов и электровозов, было восстановлено. Планами МПС предполагалось перевести участок Минеральные воды Кисловодск и Железноводск-Фельштау с напряжения 1500 вольт на 3000 вольт в 1964 году. В связи с этим началась плановая замена подвижного состава в 1962 году с электросекции типа СД на электросекции типа СР, которые рассчитаны на оба напряжения. И в 1963 году это уже завершилось. После перевода линии на напряжение 3000 вольт электровозы типа ВЛ-19 стали заменять на электровозы типа ВЛ-61Д, рассчитанные на работу как на постоянном токе, так и на переменном. Ведь на основной линии в минеральных водах, идущей на Беслан, например, ток переменный, а здесь ток постоянный. В конце 1968 года депо «Минеральные воды» получило 12 двухсистемных электровозов серии ВЛ-82, а в 1973 году 5 электровозов серии ВЛ-82М, которые некоторое время совместно эксплуатировались вместе с электровозами ВЛ-61Д, которые проработали до 80-х годов. Из 12 электровозов ВЛ-61Д до нас дожили всего 2. 005, переименованный в первый, стоящий на станции Рязань-1 в качестве памятника, и 0012, находящийся в Музее железнодорожного транспорта в городе Ростов-на-Дону. В 2006 году в связи с переводом участка Минеральные воды Кисловодск с постоянным на переменный ток почти все электровозы ВЛ-82 были списаны, а электровозы ВЛ-82М переданы на Октябрьскую железную дорогу в депо Выборг, впоследствии в депо Волховстрой, где они проработали до конца 2000-х годов. На сегодняшний день в нашей стране сохранилось лишь 3 электровоза. Это ВЛ-82-016 в Ростовском музее железнодорожного транспорта, ВЛ-22М-033 на территории ВНИЖТ в Щербинке, и в 2024 году был восстановлен до ходового состояния электровоз ВЛ-82М-069, приписанный к Октябрьской железной дороге, который в минувшем сезоне поработал с поездом Деда Мороза. В 70-х годах на замену электропоездам СР пришли электропоезда типа Р-2 и Р-22. Последние проработали до 2000 года, а Р-2 проработали до 2006, когда произошел перевод с постоянного на переменный ток. В 2000-х годах здесь появились поезда типа ИД-2Т, ИД-4 и ИД-4М, а уже с переводом на переменный ток в 2006 здесь стали работать поезда типа ИД-9М, позднее ИД-9Э, и в 2019 году здесь стали работать даже электропоезда типа С1 «Ласточка». На сегодняшний день здесь работают все та же поезда типа ИД-9М, ИД-9Э, ИП-3Д, С1 «Ласточка». Пассажирские поезда здесь водят электровозы типа ИП-1П, рассчитанные на сложный профиль пути, а небольшие грузовые поезда, сборные,
Здесь водят электровозы типа Л-80С. И самое главное и важное, что, несмотря ни на что, здесь сохраняется высокая интенсивность движения электропоездов. Здесь электрички ходят чаще, чем во многих других регионах. Всего лишь за час мы сняли порядка, наверное, 5 электричек, из которых одна была «Ласточка». А за это время еще и проехало 2 пассажирских. В общем, линия очень живая и интенсивная. Пятигорск — это такой типичный южный городок, небольшой, с богатой историей, с классной архитектурой, с очаровательными природными достопримечательностями, с крутыми пейзажами. Но главное его преимущество перед другими похожими городами, даже перед Сочи, это наличие трамвая. А когда в городе есть трамвай, уже не так хочется обращать внимание на недостатки. Что касается благоустройства, то не нужно ждать многого от южных городов. Просто знайте, куда едете, и относитесь ко всем недостаткам не как к багам, а как к фиче, как к местному колориту. И тогда вам все точно понравится. Но все-таки я надеюсь, что в будущем Пятигорск станет в плане благоустройства не хуже Москвы. А пока что могу поставить его на 10-е место в своем личном рейтинге городов. Съемка этого видео стала возможна благодаря подписчикам на Boosty, которые донатили мне кучу денег, чтобы я смог купить сюда билеты. Поэтому, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, становитесь тоже подписчиками, потому что все новые видео снимаются за счет доходов от видео, снятых ранее. К тому же платные подписчики получают от меня ряд преимуществ. Например, видео они смотрят сразу же практически после съемки, потому что я делаю оперативный монтаж. Для официальной версии видео они смотрят раньше остальных, пока я оформляю их на ютубе. К тому же есть видео, которые я снимал еще до запуска канала, и которые никогда здесь официально не публикую. С вами был Игорь Абросимов. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, если вам понравилось это видео, и делитесь им с друзьями. Еще раз спасибо моим спонсорам на Boosty. А мы с вами скоро увидимся в новом видео, хотя, учитывая то, с какой скоростью я все монтирую, может быть и не так скоро. Но на Boosty точно скоро. И подпишитесь на мою группу ВКонтакте, где каждый день выходят заметки о транспорте. Ну вот, теперь точно все. До новых встреч!